Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Спорт с Вадимом. Мы с вами продолжаем рубрику «Легенды спорта и боевых искусств». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о биографии Чака Норриса. Погнали! Карлос Рэй Чак Норрис. Американский киноактер и мастер боевых искусств, получивший известность исполнением главных ролей в боевиках, а также роли Картела Уокера в телесериале «Рудой Уокер». Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в городе Райан, штат Оклахома. Отец Норриса, автомеханик, был известен пристрастием к алкоголю. Дед Чака был чистокровным ирландцем, а мать происходила из племени индейцев Чероки. Самыми запоминающимися впечатлениями детства мальчика были нужда, отсутствие постоянного места жительства, полунищая жизнь в прицепе с матерью и двумя младшими братьями, а затем развод родителей и новый глава семьи. Норрис вспоминает, что именно отчим Джордж Найт привел ему любовь к спорту. Повзрослев, в свободное время Чак подрабатывал грузчиком. Мечтал стать полицейским. Для осуществления мечты он сразу после окончания школы записывается в ряды военно-воздушных сил и в 1959 году был направлен в Южную Корею. Именно на военной базе его стали называть Чаком. К тому времени он уже был женат на своей однокласснице Диане Холичак. Служба, по его словам, была неимоверно скучной. Поэтому он и занялся спортом. Сначала записавшись в клуб дзюдо, а затем в секцию танцудо. Через 3 года, к тому моменту, когда он покинул службу в армии, он уже был обладателем черного пояса. В 1963 году Чак Норрис открывает первую школу карате, год спустя вторую. В 1965 году он отправился на Лос-Анджелесский чемпионат всех звезд, где стал победителем. В 1968 году открывает сеть школ карате. Всего их насчитывалось 32. В том же году он становится чемпионом мира по карате в полутяжелом весе и сохраняет это звание в течение 7 лет. Свою карьеру в мире кино Чак начал с помощью знаменитого в будущем актера Стива Маккуина, которому в свое время Норрис давал уроки карате в своей собственной школе. Маккуин и привел его на съемочную площадку. Первая относительно серьезная роль Норриса была сыграна им в фильме с участием Брюса Ли «Путь дракона». Сниматься в кино Норрису понравилось. Но после эффектного дебюта он получил только одно предложение на съемки в кино: сыграть во второсортном гонконгском боевике «Резня в Сан-Франциско». Норрису снова досталась роль нехорошего человека. А сам фильм был настолько неудачным, что его не выпускали на экраны США вплоть до 1981 года. Пообщавшись с актерами-профессионалами, Чак понял, насколько сложно актерское мастерство. Увидел, что актерство — это не просто показ приемов, ударов перед камерой, что все намного сложнее. Теперь он решил учиться на актера у настоящих профессионалов. Его учителем в актерском классе стала Эстелла Харман. 34-летний каратист был ее самым старшим учеником. Период учебы многому его научил. Он стал намного раскованнее перед камерой и научился правильной дикции. В 1977 году он вернулся в кино, сыграл роль в боевике «Вызов» и вскоре стал звездой
фильмов фирмы Canon Pictures. В начале 90-х годов эта фирма разорилась, но Чак продолжал сниматься. В 1993 году телеканал CBS предложил ему сыграть роль техасского рейнджера Уокера, и актер согласился. Он также снимался в фильмах «Кодекс молчания», «Вторжение в США» и «Без вести пропавшие». После 30 лет совместной жизни с Дианой Норрис разводится и затем венчается с Моникой Холл, девушкой 25 лет, которая жила в Лос-Анджелесе, занимаясь дизайном интерьеров. Чак Норрис – образцовый отец. Он поддерживает дружеские отношения со своими взрослыми сыновьями. Брат Чака, Аарон Норрис, режиссер «Средней руки». Более известный брат иногда позволяет себе сниматься в его фильмах. В 1992 году Чак приезжал с визитом в Москву для участия в качестве арбитра в матче по кикбоксингу между трехкратным чемпионом мира Ричардом Хиллом и претендентом на этот титул Вадимом Украинцевым. В 1997 году он посетил Россию как почетный гость престижного национального турнира по тайскому боксу и кикбоксингу с участием сильнейших спортсменов, включающего и 2 пояса титул чемпионов Европы и мира среди профессионалов. Чак Норрис стал создателем большого количества телевизионных шоу. Помимо этого, он издает свой журнал. Написал 7 книг. Недавно он решил заняться поиском и раскруткой молодых талантов из России, причем не только потенциальных супермоделей, но и киноактрис, эстрадных певиц, ведущих шоу-программ. Победительниц в конкурсах и на пробах ждет награда, поездка в Голливуд и участие в фильмах Чака Норриса. Чак также занимался бразильским джиу-джитсу. Он имеет 1-й дан по бразильскому джиу-джитсу, 8-й дан по тхэквондо, 10-й дан по сидору каратэ-до и 10-й дан по танцудо. Марта 2009 года в эфире радио Glenn Beck Чак Норрис заявил, что жители Техаса вполне могут претендовать на создание независимого государства на территории штата. По мнению Норриса, после того, как американское правительство подвело их, спровоцировав в стране экономический упадок, Техас может претендовать на самоопределение. Актер уверен, что он смог бы стать идеальным кандидатом на пост президента нового государственного образования, поскольку потребность в этом может появиться намного быстрее, чем мы сейчас считаем. Чак Норрис стал одним из первых звезд шоу-бизнеса, поддерживающих запрет на однополые браки в Калифорнии. Актер уличил гей-активистов в подмене демократии политикой двойных стандартов. Сторонники однополых браков открыто критиковали церковь Иисуса Христа Святых последних дней, но при этом избегали критиковать афроамериканцев, которые в большинстве своем голосовали за введение запрета. В декабре 2020 года Норрис записал видеообращение в связи с освобождением азербайджанских территорий от оккупации ВС Армении, заявив: «Карабах, ты теперь счастлив вместе со своей настоящей семьей. Желаю всегда оставаться в безопасности и всего наилучшего». У меня на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите в комментариях, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал Спорт с Вадимом. Всем пока!